Спустя несколько месяцев после того, как в приюте была оставлена гигантская кошка, случилось немыслимое. Звякнул колокольчик над дверью, нарушив спокойную рутину Ричмондского центра по уходу за животными. Клара, стоявшая среди остальных сотрудников, подняла глаза, когда вошла женщина, державшая на руках что-то похожее на кошку. Сначала все казалось нормальным, но когда женщина подошла ближе, глаза Клары расширились от шока. Это был не просто кот, он был огромен, почти вдвое больше всех, кого они когда-либо видели. Сотрудники приюта обменялись удивленными взглядами, их обычное спокойствие было нарушено необычным зрелищем. За эти годы они имели дело с сотнями кошек, но ничего подобного не видели. Кот был не просто большим, он был неестественно тяжелым, его круглое тельце вываливалось из рук женщины, когда она пыталась его нести. «Кто здесь главный?» — резким голосом спросила женщина, осматривая комнату, не обращая внимания на пристальные взгляды, которыми ее окружали. Ее тон был нетерпеливым, как будто она испытывала неудобства даже из-за того, что пришла в приют. Клара быстро взяла себя в руки и прочистила горло, побуждая остальных тоже сосредоточиться. Она изобразила на лице улыбку и представилась женщине. «Что мы можем для вас сделать, мэм?» — весело спросила она. Женщина испустила долгий драматичный вздох и опустила тяжелого кота на пол, а затем повернулась к Кларе, скрестив руки на груди. Она сказала Кларе со скучающим видом: «Я устала от этого, устала кормить его, устала заботиться о нем. Я хочу, чтобы вы его забрали. У меня больше нет ни времени, ни терпения». Остальные сотрудники едва сдержались, чтобы не вскрикнуть от жестоких слов женщины. Клара глубоко вздохнула. «Как кот стал таким большим?» — спросила она себя. Она видела, что коту было неудобно, и он едва мог пошевелиться. Это была не просто кошка с избыточным весом, это был серьезный случай безнадзорности. Повернувшись к женщине, Клара кивнула и сказала, что приюту нужна определенная информация, прежде чем они смогут забрать кошку. Женщина велела им поторопиться и все подготовить, явно желая поскорее уехать. Клара подала знак своим коллегам начинать, и вскоре все приступили к работе. Один из них поднял кошку и положил ее на стол, в то время как другой подготовил бланк для заполнения хмурой женщиной. Некоторые сотрудники, казалось, не решались подойти к ней, опасаясь, что на них накричат. Клара взяла на себя руководство и задала необходимые вопросы. Женщина рассказала все, что знала. Кота звали Патч, он весил 40 фунтов и почти ничего не делал. Она объяснила, что кошка принадлежала ее матери, которая скончалась несколько месяцев назад. Клара выразила свои соболезнования, но женщина отмахнулась от нее, дав понять, что заплатки – это не ее обязанность. Бросив еще один взгляд на огромного кота, Клара открыла рот, чтобы спросить, как кот стал таким большим, но быстро закрыла его, поняв, что женщина, скорее всего, уклонится от ответа. Как только анкета была заполнена и отправлена, Клара сказала женщине, что Патч теперь в надежных руках. «Мы позаботимся о том, чтобы ему было удобно», — с улыбкой сказала Клара. Женщина ничего не ответила. Она только недовольно поморщилась и покинула убежище. Клара и другие сотрудники приюта обменялись недоуменными взглядами, пытаясь осознать, что только что произошло. Их внимание переключилось на кота, и они прониклись к нему глубоким сочувствием. Они недоумевали, кто мог допустить, что у Пэтча так сильно увеличился вес. Сердце Клары наполнилось сочувствием к нему, когда она увидела, как он изо всех сил пытается пошевелиться. Любовь. Она с сожалением покачала головой. В очаровательном городе Ричмонд, штат Вирджиния, был создан приют для животных, целью которого была забота о животных, у которых не было дома, или о тех, кто потерялся. Персонал гордился тем, что находил хорошие дома для размещения питомцев, помогал ухаживать за теми, кому не посчастливилось найти дом, и спасал потерявшихся питомцев, одновременно расклеивая объявления о воссоединении их с владельцами.
Клара, 30-летняя женщина, проработала в приюте 2 года. Она очень любила животных и всегда хотела им помогать, поэтому устроилась работать в приют и ни разу об этом не пожалела. Она считала, что ее призвание – заботиться о беспомощных животных. С юных лет все видели ее страсть, поэтому не было сюрпризом, когда она уволилась с предыдущего места работы, чтобы работать в приюте. Она особенно любила кошек и всегда хотела завести себе такую, но у ее мужа была аллергия на их шерсть, поэтому она не могла держать их дома. Дом. Для нее единственным способом быть рядом с животными был приют, и она любила каждого из них как своего собственного. Коллеги восхищались этим в ней. Она проявляла сострадание и чуткость к каждому животному, входившему в дом. Ранее тем утром до приезда Патча Клара и ее коллеги только что успешно нашли новый дом для собаки. Семья решила сделать сюрприз своей младшей дочери, подарив ей на день рождения собаку, и было приятно видеть счастье на лице девочки. Кэрол обожала такие моменты, когда домашние животные обретали любящих хозяев. Она даже прослезилась во время этого сюрприза. Все были шокированы размерами Патча и еще больше озадачены отношением женщины, которая его привезла. Женщина явно не была любительницей кошек, и создавалось впечатление, что ей не терпелось избавиться от кота. Ожирение Патча было не просто удивительным, оно было вредным для здоровья и подвергало его серьезному риску. Работа. Это опечалило Клару. Она видела, как неуютно ему было из-за лишнего веса. Она всем сердцем желала приютить Пэтча, но, к сожалению, обстоятельства не позволяли этого. По крайней мере, она могла найти ему любящего хозяина, который бы должным образом о нем заботился. Сотрудники приюта изо всех сил пытались найти удобное место для сна Пэтча. Все их переноски для кошек были слишком малы для него. В конце концов, они поместили его в большую миску, и как только он устроился, он заснул. В тот вечер Клара покинула приют, все еще чувствуя грусть и беспокойство. По дороге домой она ломала голову в поисках решения. К тому времени, как она приехала, у нее появилась идея. Она снова и снова прокручивала план в голове, но к следующему утру была уверена, что это хороший план. В приюте Клара собрала своих коллег и предложила им распространить информацию о Патче, чтобы найти ему любящего хозяина. Если мы разместим его фотографию в интернете с запросом на усыновление, мы, возможно, найдем кого-то, кто захочет заботиться о нем должным образом, сказала она. Они быстро согласились с ней. «Мы видели, как ты переживала из-за его состояния, Клара. Мы тоже хотим помочь», — воскликнул один из них. Остальные кивнули в знак согласия. Клара благодарно улыбнулась им и начала давать указания, что делать. Они все бросились действовать. Клара отвечала за создание страницы в Facebook, посвященной Патчу. Они сфотографировали его на руках у Клары и опубликовали снимок тем утром. Подпись гласила «Патч – милый кот, которому нужен хозяин». Как только фотография была опубликована, все понадеялись на лучшее и приступили к рутинной работе по осмотру домашних животных. Позже, в тот же день, любопытство взяло верх над Кларой, и она проверила свой телефон. К ее изумлению публикация стала вирусной. Были собраны тысячи лайков и сотни комментариев от людей, которые поделились своей симпатией к кошке. Некоторые даже выразили желание усыновить кошку и ухаживать за ней. Просьб было так много, что сотрудники приюта восторженно приветствовали победу. Никто из них и представить себе не мог, что их план окажется таким успешным. Теперь оставалось только найти идеального владельца, который забрал бы лоскутков домой. Кей Форд была 50-летней женщиной, которая жила со своим котом Уэлсли и 13-летней дочерью. Белла, йоркширка. Кей очень любила кошек и собак. Всего за год до этого она была близка к тому, чтобы усыновить бездомную кошку, но не смогла из-за некоторых проблем. В конце концов, кошку усыновил кто-то другой. У нее было 2 взрослые дочери, у которых были свои семьи.
Кей жила одна, пока ее дети не предложили ей завести домашнего питомца для общения. Следуя их совету, Кей взяла кошку и собаку из приютов. Это было решение, о котором она ни разу не пожалела. Уэлсли и Белла принесли ей радость и общение, благодаря которым она не чувствовала себя одинокой дома. Однажды днем Кей удобно устроилась на диване, чтобы посмотреть финал сезона своего любимого сериала «Мандалорец», когда пришло сообщение от ее дочери. Обычно в это время она ничему не позволяла отвлекать себя. Она сосредоточила все свое внимание на шоу и не делала ничего другого, пока оно не закончилось. Поэтому она была удивлена, когда, вопреки своему обычному распорядку, подняла трубку, услышав текстовое уведомление. Очевидно, одна из ее дочерей увидела в Facebook вирусный пост о нашивках для больших кошек и отправила фотографии своей матери. Приют. К фотографиям было прикреплено письменное сообщение. «Посмотри на него, мама! Он такой милый!» Кей была поражена фотографиями кота. При одном взгляде на него у нее защемило сердце. Она сразу же влюбилась в Пэтча. Кей обнаружила, что отказывается от участия в шоу, чтобы написать искреннее электронное письмо с просьбой в приют. В электронном письме она выразила свое восхищение котом и желание подарить ему здоровый и счастливый дом. Ему. По мере того, как она писала, она все больше убеждалась в том, что хочет, чтобы Патчи стали частью ее семьи. Остаток дня она снова и снова рассматривала его фотографии. Ее настроение улучшилось при мысли о том, что она усыновит его. Она решила посетить приют на следующий день, чтобы увидеть его лично. Ей не терпелось познакомиться с котом, и она едва могла уснуть в ту ночь. На следующее утро она поехала в Ричмонд на своем маленьком автомобиле с откидным верхом. К тому времени, когда она приехала, в приюте уже рассмотрели ее заявление и были рады тому, с каким энтузиазмом она приехала, чтобы лично встретиться с Патчем. Из всех людей, которые утверждали, что хотят усыновить его, Кей была единственной, кто действительно проявил к нему интерес. Клара лично подвела женщину к тому месту, где лениво лежал Пэтч. Кот даже не пошевелился, когда они подошли к нему. Кей была очарована котом. В глубине души она знала, что Пэтч должен быть в ее доме. Однако ее беспокоил его вес, поэтому она спросила Клару, как он стал таким большим. Клара объяснила, что они тоже не знают. Женщина, которая привела кота, не была его владелицей, поэтому они не смогли выяснить причину состояния кота. Кей поговорила с сотрудниками приюта и поладила с ними. Всем им понравилась ее жизнерадостность, и они согласились, что она идеально подходит для усыновления. Заплаты. Они начали процесс усыновления, и Кей предложили заполнить различные формы и задали различные вопросы. Кей рассказала им, что у нее уже есть 2 домашних питомца, и она более чем опытна в уходе за ними. Пока завершался процесс усыновления, Кей снова навестила Патча. Она изучала его движения и заметила, как тяжело ему было двигаться. Он всегда казался измотанным, практически не занимался физическими упражнениями. Ей было грустно думать, что кот оказался в такой жестокой ситуации. «Кто знает, чем они его кормили все это время?» — подумала она про себя. Она погладила лоскутка по шерстке и сказала: «Не волнуйся, дорогой, я хорошо о тебе позабочусь». Кот тихо замурлыкал в ответ. Кей сообщила им, что она планирует отвезти пластыри к ветеринару, чтобы изучить возможные способы снижения веса. Клара видела решимость в глазах Кей. Женщина искренне хотела помочь Пэтчу. Она была рада, что кот возвращается домой к тому, кто так сильно о нем заботится. Через несколько часов все было улажено, и Кей разрешили забрать Пэтча домой. Все в приюте были рады видеть, что Патч возвращается домой со своим новым хозяином. Ее. Весь персонал пришел, чтобы погладить его и попрощаться. Поскольку он не помещался ни в одну из переносок для кошек, его пришлось поместить в тележку. Кларе было особенно грустно видеть, как он уходит, но ее утешал тот факт, что он в хороших руках.
Она поблагодарила Кей за то, что она взяла кота к себе, и попросила ее позвонить, если ей что-нибудь понадобится. Кей поблагодарила всех и уехала со своим новым питомцем. По дороге домой Кейт вдруг вспомнила кое-что, что ее встревожило. Она беспокоилась о том, как другие ее питомцы отреагируют на новую кошку. Она думала, что им будет нелегко принять в дом новое животное, но к тому времени, когда они вернулись домой, Кей была рада увидеть, что ее собака, похоже, не возражает. Правда, ее кошка шипела и держалась подальше от Патчей, но у нее было ощущение, что со временем это изменится. Через 2 дня Кей и Пэтч посетили ветеринара для осмотра. Ветеринар сообщил ей, что Пэтчса необходимо посадить на строгую диету. Вместе они разработали правильный план питания с контролируемыми порциями и сбалансированным питанием. План также включал в себя физическую активность во время игр. Ветеринар заверил ее, что при постоянном уходе состояние Патча улучшится. При правильном рационе и заботливом хозяине Патч начал осваиваться в своем новом доме. Первый кот Кея привязался к нему через несколько дней после приезда, и вскоре они начали играть вместе. Поначалу Пэтчу было трудно получать уменьшенные порции еды. Он всегда хотел больше, но Кей оставалась непреклонной. Его физическая активность включала прогулки, как советовал ветеринар, и игры продолжительностью не менее 10 минут 4 раза в день. Она заметила, что он не мог ходить на большие расстояния, поэтому не торопилась, позволяя ему развиваться в его собственном темпе. Шли недели, и Кей была рада видеть, что Патч постепенно поправляется. Однако временами Патч казался вялым и ослабленным, вероятно, из-за уменьшения порций пищи. Его организм все еще привыкал к меньшему количеству пищи, из-за чего он выглядел усталым и вялым. Сердце Кей разбилось, когда она увидела его таким. «Не волнуйся, дорогой, это все для твоего здоровья», — сказала она со слезами на глазах. Ей было невыносимо видеть его в таком состоянии. Но со временем все изменилось. Кей, размышляя о том, как Патчи привлекли внимание в интернете, решила создать страницу в Facebook, посвященную его путешествию по снижению веса. Она хотела поделиться со всем миром тем, что ее дорогой кот делает успехи и становится здоровее. Страница набрала более 20 тысяч подписчиков. Люди, которые следили за путешествием, приветствовали Патча, а также благодарили Кей за ее заботу. Клара, женщина, которая приложила руку к тому, чтобы свести Патча и Кей вместе, поддерживала с ними связь. Время от времени она навещала кота и была рада видеть, каких успехов он добивается. Клара была рада, что опекунша Пэтча была очень милой женщиной, которая искренне желала ему самого лучшего. Ему. Она также подписалась на страницу кота в Facebook и присоединилась к другим людям, которые подбадривали его, наблюдая за его успехами. Однажды Кей сняла видео, в котором поделилась своей историей. Она рассказала о том, как Патч впервые появился в ее доме. Она решила позволить ему выбрать место, где ему было бы удобнее всего, и, по иронии судьбы, он выбрал кухонную кладовую. Она рассмеялась и назвала кота умным за его выбор, но теперь она смотрит на это по-другому. Пэтч – очень храбрый кот. Честно говоря, я нервничала, когда пришла в приют, чтобы усыновить его. Я думала, что не понравлюсь ему или не смогу ему помочь, но, похоже, мы идеально подходили друг другу. Он многому научил меня, что такое храбрость и сила. Я благодарен ему за это. Спасибо всем, кто поддерживал его на протяжении всего этого путешествия. Патч все еще упорно работает, чтобы стать лучше, и он будет это делать. Ее голос дрожал от волнения, когда она произносила свою речь, держа Патча на руках. Люди, которые посмотрели это видео, были тронуты искренними словами Кей. Несколько месяцев спустя Кей с радостью поделилась, что Патч похудел примерно на 17 фунтов с тех пор, как начал свое путешествие. Теперь он мог передвигаться гораздо свободнее. Патч мог подниматься по лестнице, как раньше.
Он мог запрыгивать на кухонные полки, чтобы смотреть в окно, и даже дольше играть с другими домашними животными. Кей была вне себя от радости поделиться этой замечательной новостью, и ее подписчики разделили ее волнение, поздравив Пэтча с его успехами. Дочери Кей гордились тем, что их мать так усердно помогает коту. Они тоже привязались к нему и играли с ним всякий раз, когда приходили в гости. Пэтчи стал любимцем семьи. Каждый, кто приходил к Кей домой, хотел увидеть знаменитого кота и поиграть с ним. Кей продолжала счастливо жить со своими дорогими питомцами, и ее любовь и преданность им становились только сильнее. Она использовала страницу Patches в Facebook в качестве платформы для обмена своими знаниями и опытом с другими, предоставляя ценные советы по уходу за домашними животными. На своей странице она делилась полезными советами, которые люди могли бы использовать в своих домах, чтобы улучшить жизнь своих пушистых друзей. Одной из ее главных идей было то, как важно ответственно относиться к домашним животным, особенно когда речь заходит о кормлении. Она подчеркнула, что перекармливание домашних животных – это не признак любви, а скорее вредная привычка, которая может привести только к проблемам со здоровьем и страданиям в будущем. Делясь своими идеями и опытом Патча, Кей помогла людям узнать, как обеспечить наилучший уход за своими питомцами, и многие извлекли ценные уроки из ее опыта. Что вы думаете об истории Патча? Хотели бы вы завести гигантского кота? Дайте нам знать в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели. До следующего раза.